Полундра, ребята! Добро пожаловать на корабль пиратов губной гармошки. Сегодня мы вновь откроем страницы бортового журнала и поговорим о том, как держать губную гармонику. Однако обо всем по порядку. Для начала следует сказать, что поговорим мы о наиболее распространенном случае удержания, как мог подумать, руками. Помимо рук можно использовать как холдер, так и более экзотические способы, заканчивая тем, что не использовать вообще ничего, кроме рта. Также говорить мы будем преимущественно о хроматической гармонике, которую вы сейчас видите на экране, но мельком коснемся и других гармошек. Я бы сказал, что существует два основных способа – акустический и электрический. Первый подразумевает, что мы располагаем гармонику между указательным и большими пальцами левой руки. При этом указательный кладем сверху следующим образом. Большой располагаем снизу. Мундштук должен быть расположен по отношению к нам, а слайдер находится справа. Правая рука располагается таким образом, чтобы было удобно нажимать на его кнопку. Вот так. На кнопку необходимо нажимать либо средней фалангой указательного пальца, либо его кончиком. Первый способ более удобный. У второго есть свои особенности, о которых мы поговорим чуть позже. Пока что условимся. Стандартный хват для правой руки такой. Гармошку необходимо держать уверенно, но без лишних усилий и нажима. Как видите, ладонь и три пальца левой руки остаются свободными, что позволяет совершать эффекты руками, о которых мы поговорим подробнее в другом видео. Однако не позволяет держать в руках микрофон, поэтому я и назвал данный способ акустическим. Конечно, это не значит, что играть в микрофон вообще нельзя. Его можно использовать, расположив, например, на микрофонной стойке. Также у подобного способа есть преимущество в виде банального удобства, поэтому я рекомендую начинать именно с него. Неудобства могут возникнуть разве что у людей с длинными или большими пальцами, особенно при игре на небольших по размеру моделях. Также этот хват похож на тот, что зачастую применяется на блюзовых диатонических гармониках, так что при переходе с одной гармоники на другую особых проблем возникнуть не должно, хотя их размеры все равно будут отличаться. Второй распространенный хват гармошки для левой руки я называю электрическим. Все потому, что с помощью него, помимо инструмента, можно держать в руках микрофон. При этом для правой руки никаких отличий не будет, а вот левая расположится иначе. Нам по-прежнему нужно обхватить инструмент большим и указательным пальцами, но не сбоку, а сзади. Вот так. С одной стороны, гармошка при таком положении менее устойчиво сидит в руке. С другой стороны, пальцы средний, безымянный и мизинец высвобождаются для микрофона. Микрофоны бывают разных форм. В качестве примера будем использовать весьма распространенный Shure SM58. Как же его держать и капить, то есть располагать относительно гармошки? Держится микрофон безымянным пальцем и мизинцем. Средний палец используется в качестве буфера между микрофоном и гармоникой, чтобы они случайно не столкнулись и не издали неприятный призвук. Позиция эта практически полностью схожа с хватом для диатонической гармоники. Однако для хроматики, особенно это касается больших 16-дырочных гармошек, если мы держим микрофон напротив первых 4 отверстий и играем их же, звучание будет в порядке. Но если мы при таком положении будем играть 5, 6, 7 и так далее отверстия, они будут банально звучать тише, чем первые. Выходит, нам нужно перемещать микрофон относительно тех отверстий, которые мы сейчас играем. В этом заключается гибкость такого хвата. Стоит отметить, что использовать его можно и без микрофона. Просто в таком положении будет меньше смысла, так как акустический хват, на мой взгляд, все-таки более надежный. Помимо основных способов существуют и другие, менее распространенные. Вкратце пройдемся и по ним. Ранее говорил, что для правой руки существует два основных способа удерживания гармошки. За стандартным мы приняли вот такой способ. Однако нажимать на слайдер можно еще вот так, кончиком пальца. В совокупности с электрическим удерживанием левой руки мы получим так называемый восточный хват.
Я так его про себя назвал, потому что зачастую его можно наблюдать у азиатских исполнителей. В чем его смысл? Во-первых, правая и левая рука образуют с обратной стороны гармоники своего рода лодочку, что позволяет использовать такие эффекты руками, как вау-вау и тремоло, более эффективно. Во-вторых, нажатие на слайдер дает больше скорости, что может быть важно при исполнении виртуозных партий. Вспоминаем шутку про ребенка-азиата. А раз уж у нас есть восточный хват, то должен быть и западный. Им я прозвал следующее сочетание левой и правой руки. Правая рука держит гармонику, обхватывая ее сзади, а левая либо не держит вообще, либо номинально поддерживает гармошку сбоку, вот так. На слайдер в таком положении нажимаем большим пальцем правой руки. Честно говоря, очень редко встречаю, что кто-то так держал гармошку, но смотрится необычно. Оцените грубость такого западного хвата и элегантность восточного. Какие же здесь могут быть особенности? Во-первых, большой палец не такой эффективный, как указательный или средний. Быстро не поиграешь. Держать можно всего одной рукой, а за счет того, что ладонь перекрывает отверстие сзади, звук получается закрытый в плане тембра. И это внезапно чуть ли не самый эффективный способ получения такого звучания на хроматике. Покажу на примере диатоники. За счет меньших размеров она легко перекрывается руками сзади. В результате мы получаем два крайних положения – открытое и закрытое. Кто-то предпочитает какое-то одно из них, а кто-то варьирует. То есть закрытое звучание не является ошибкой, а лишь одной из вариаций. За счет больших размеров на хроматической гармонике сложнее получить закрытую позицию, и пусть западный, ват и экзотически, но вполне себе способен это сделать. И раз уж мы коснулись диатоники, то скажем и про наиболее распространенный хват для гармоники тремоло, который сильно отличается от всего вышеперечисленного. Удерживается такая гармоника с боков указательными и большими пальцами, одинаково расположенными как для левой, так и правой руки. Используется зачастую именно такой хват из-за длины гармошки. Также причиной может служить отсутствие мундштука на стандартных моделях и распространенность игры с блокировкой языком. Тем не менее, такой хват тремоло порой используют при игре как на диатонической гармонике, так и хроматической. Подытожим. Начинайте советую с акустической позиции. В дальнейшем при игре с микрофоном используйте электрическую, а дальше можно попробовать экзотические позиции. В любом случае физиологию никто не отменял, поэтому, освоив основы, найдите наиболее удобное и эффективное положение для себя. На этом все. Мы закрываем бортовой журнал. Попутного ветра. Пока.